Приветствую всех подписчиков и гостей канала. Кто давно на канале, знает, что я восстанавливаю токарный станок 1А616К, восстанавливаю направляющие станины, занимаюсь шабровкой. Сейчас пока небольшой перерыв из-за зимы и много дел, но пока можно подготовиться, приобрести некий инструмент, который поможет сделать все это с лучшим качеством. В общем, до недавнего времени я шабрил обычными твердосплавными пластинками из ВК-8 или Т5К6. В общем, решил приобрести настоящую пластину для шабрения. Вот она у меня в руках. Эта пластина специально создана для шабровки. И она сделана из сплава ВК6ОМ. ОМ обозначает, что порошок, с которого она сделана, особо мелкой фракции. Обычный сплав ВК6 имеет определенную величину зерен перед спечением. Не нашел я этих размеров. В общем, это не столь важно для данного видео. То есть еще сплавы ВК6М, зерна более мелкие, и сплав ВК6ОМ, вот собственно который я и держу в руках. Мне его прислали из Улан-Удэ, заказывал на чипмейкере, на металлическом форуме. Все пришло очень быстро в письме, чему я несказанно рад. Пластинка, как видно, новенькая, была упакована в пакете. Внутри должна быть широкая пластинка, края отполированы до зеркального блеска. Сейчас мы и посмотрим. Должен еще быть, по идее, знак качества. Ну, вот, собственно, ожидания мои оправдались. Пластинка выглядит следующим образом. Не знаю, скорее всего, она не заточенная, а хотя вот эти две грани заточенные. Широкие грани, получается, имеют заточку. Как мы видим. Я, скорее всего, переточу, буду пользоваться короткими гранями. Для чего же используется данная пластинка и почему нужен именно особо мелкий спеченный порошок для шабровки? Дело в том, что когда я шабрю обычной пластиной, пластина она не тупится, а как бы просто получается выкрашиваются края. Вот, из-за этого пластина быстро садится и шабрить становится невозможно. Она дерет, нужно постоянно ее затачивать. Я даже точило не выключал, чтобы затачивать. С помощью этой пластинки можно будет раз в 10, я так думаю, как минимум, дольше шабрить. Она гораздо дольше стоит. И качество обработки гораздо выше. Во-первых, вот она видно, какая у нее задняя поверхность будет все время ровная, гладкая, полированная. Осталось сделать под нее шабер, чем я в ближайшем будущем и займусь. Тут, конечно, много чем в ближайшем будущем предстоит заняться. Ну, для начала сделаю шабер, чтобы можно было попробовать, как же будет работать эта пластина. И сравнить с обычным сплавом ВК-8. В Ростовской области я такую пластинку найти не смог, сколько не пытался. Пришлось заказывать аж из Улан-Удэ. Не так много, видимо, их осталось, либо их особо не продают. В общем, я не знаю, с чем это связано, но таких пластинок что-то как-то, какой-то дефицит на них, честно говоря. Приходится издалека заказывать. В будущем, может, еще несколько штук закажу. Конечно, одно это довольно-таки мало, но на один станок, я думаю, хватит. Останется. В общем, пластинка мне поможет. Сделаю настоящий нормальный длинный шабер, которым удобно будет шабрить. Тем более шабрить нужно по каленой станине. В общем, с этим и связана основная цель заказа этой вещи. Вот. Останется заказать еще плиту поверочную, либо где-то раздобыть. Пока по дешевке раздобыть не получается. Придется заказывать, может, какую-то бэушную. Не знаю. Надо где-то взять поверочную плиту, и чтобы отшабрить поперечную подачу. Так как там нужна плоскость, и от нее уже нужно плясать всю поперечку. Вот. Маленькую продольную тоже нужно будет в таком же стиле делать. Постараюсь найти
линейку поверочную длиной в 1 метр, чтобы полностью ложилась на направляющую станины. Это будет окончательное выравнивание ее. Ну, в общем, все увидите в следующих видео. Это видео был обзор вот этой маленькой пластинки из ВК6ОМ. Далее увидите изготовление шабера и все остальное, связанное с ремонтом станка. Кому видео было интересно, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Благодарю за внимание и всем пока.